Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео расскажу, как связать красивый ремешок. Ремешок для сумки. Может быть, это как ручка для сумки. Или поясок, или лямка для топа. Я связала ремешок из разных материалов. Первый ремешок связан из полиэфирного шнура толщиной 3 мм. Получился достаточно толстый, плотный ремешок. Он отлично выдержит любой вес, хорошо держит форму, плохо растягивается. Далее связала ремешок из полиэфирного шнура толщиной 2 мм. Здесь, соответственно, использовала крючок номер 5. Предыдущий ремешок связан крючком номер 6. Получился вот такой более тонкий, мягкий, очень красивый ремешок. Он немножко растягивается, но хорошо держит свою форму. Очень прочный, плоский и вот так вот смотрится. И третий ремешок я связала из совсем тоненькой ниточки. Это полиакрил, тонкая блестящая ниточка. И вот смотрите, получилось вот такое тканое полотно с красивой формой. Хорошо держит форму, немножко растягивается. Отлично подойдет такое вязание для пояска или для лямочки. Итак, приступаем к мастер-классу. Начинаю вязать ремешок. И вначале делаю на крючок начальную петлю. Далее набираю 6 воздушных петель. Третья, четвертая, пятая и шестая петля. Далее из набранной цепочки петель вытягиваем петли на крючок. Вводим крючок в начале вот в пятую петлю, захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю на крючок. И так далее поочередно вытягиваем всего 5 петель из цепочки. Всего на крючке образуется 6 петель. Захватываем рабочую нить и провязываем все петли с крючка, но сильно не затягиваем. Провязали первый лицевой ряд. Далее вязание поворачиваем движением на себя, на изнанку. Вяжем изнаночный ряд. Вводим крючок, вот смотрите, здесь с обратной стороны, видите, 5 горизонтальных петелек. Вот в первую петельку вводим крючок, накидываем рабочую нить на крючок вот таким образом и провязываем первую изнаночную петельку. Таким образом необходимо провязать всего 5 петель. Третья, четвертая и пятая. Вот из самой последней петельки. На крючке образуется 6 петель. Захватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли с крючка. Провязываем все петли. Не затягиваем. Теперь поворачиваем вязание на лицевую сторону, но движением уже от себя. И рабочая нить у нас располагается за вязанием. Теперь вяжем лицевой ряд. Вводим крючок, вот смотрите, сразу в первую вертикальную петельку. Захватываем рабочую нить и вытягиваем на крючок новую петельку. Таким образом необходимо вытянуть из каждой вертикальной петельки 5 новых петель на крючок. Третья, четвертая и пятая. Вот крайняя вертикальная петелька должна остаться свободной. На крючке образуется 6 петель. И провязываем теперь все петли с крючка свободно. Лицевой ряд завершен. Поворачиваем работу наизнанку движением на себя. И вяжем, набираем петли по изнанке. Вводим крючок, вот вы видите, в первую вертикальную петельку.
Движением вот таким накидываем рабочую петлю на крючок и провязываем изнаночную петельку. И далее в следующую петельку вводим крючок, провязываем изнаночную петельку. Третья, четвертая изнаночная петля и пятая изнаночная петля. Крайняя петелька, вот она должна остаться свободной. На крючке всего 6 петель. Провязываем все петли крючка, не затягивая их. Поворачиваем вязание на лицевую сторону движением от себя. И вяжем лицевой ряд, как и предыдущий. Вводим крючок вот за первую петлю, рабочая нить за вязанием на лицевой стороне и вытягиваем новую петлю на крючок. Всего вытягиваем 5 петель. Третья, четвертая и пятая. Далее провязываем все петли с крючка, не затягивая их. Поворачиваем работу наизнанку движением на себя. И начиная вот с первой вертикальной петельки, вводим крючок за нее, накидываем рабочую нить на крючок и провязываем изнаночную петельку. Во вторую петельку вводим крючок и провязываем вторую изнаночную. Третью, четвертую и пятую. Крайняя петелька вот должна остаться свободной. Захватываем рабочую нить и провязываем все петли. Поворачиваем вязание на лицевую движением от себя. Лицевой ряд вяжется, как и все предыдущие лицевые ряды, очень просто. Здесь уже мы захватываем рабочую нить крючком и протягиваем новую петельку. На крючке 6 петель и провязываем их разом наизнанку, и по изнанке уже немножко по-другому провязываем петли. Дорогие рукодельницы, провязав ремешок на необходимую длину, далее заканчиваем его вязание и формируем точно такой же заостренный кончик, как в начале. И для этого сокращаем количество петель в ряду. Набираю вот раз в лицевом ряду, 2, 3 и всего 4 петли. Следующие 2 петельки сразу захватываю и вытягиваю петлю на крючок. Всего на крючке вместо 6 5 петель. И провязываю их разом. Далее поворачиваю, работаю наизнанку. На изнаночной стороне провязываю 1, 2, 3. И далее подхватываю 2 петельки и провязываю их разом. 4 петли. На крючке всего 5 петель и провязываю их разом. Следующее повторение, здесь еще меньше петель. 1, 2, 3 петли набираю. Последней петли сразу 2 подхватываю и вытягиваю петлю на крючок и провязываю разом. И по изнанке то же самое. 1, 2, последние 2 петли подхватываю крючком и провязываю их разом. Затем все петли с крючка провязываем. И последний ряд, здесь заводим крючок за 2 петельки и провязываем
столбик без накида. Поворачиваем наизнанку, и по изнанке тоже за 2 петельки заводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее последнюю петельку можно закрепить, и получается вот такое заостренное завершение вязания ремешка.